Привет, ребята! Это выпуск будет посвящен армрестлерской американской жизни. Мы живем одними новостями, америкосы живут другими. И это очень интересно, там много дискуссий, не то, что как у нас. Поэтому первое, что вы уже, наверное, слышали, это Ларат будет бороться с каким-то таким-то здоровым Тором, его называют. Много Торов, но это еще какой-то новый Тор. Ну и самым главным обсуждением является армфайт между Ларатом и Ливаном. Да-да, вы не ослышались. Я представляю, как сейчас у вас будет бомбить. Но после победы Ливана на Чефе все начали задаваться вопросом, да кто же может его победить? И начали уже Квиквеню сюда, Пушкаря Андрея, якобы грузинская кровь. Вот я привожу скрин. А также на Лилиева возлагают такие надежды, что, возможно, он может победить в своей лучшей форме Ливана. Поэтому возвращайся, Лилиев. Но, походу, америкосы не видели вот такого Лилиева. Как думаете, почему возлагают америкосы такие надежды на Дэйвона? Он же проиграл Денису, как бы слабеньким был. Но после этого, помните, как он победил Майкла Тодда, набрав вообще феноменальную форму? Он был такой толстенький, голова огромная. У меня еще видео с переводом было, как он показывал, как кепку его не смыкается. И за этим интересно наблюдать, потому что вот видите, как это происходит. Если Ливан считается самым сильным, и тогда хочется найти какого-нибудь героя, который сможет победить вот этого самого сильного. Это, наверное, всегда так было и будет. Когда-то хотели и победить и Дениса, вот. Поэтому это закономерность. А вот немножко американского юмора из фанатов Дэйвона, потому что там что-то происходит эпическое. Блогеры как будто помешали, все зализывают Дэйвону, где говорится, Ливан лучший, и он не будет бороться с Денисом. Нет, ему папочка не разрешит. А как же его имя, я забыл. Дэйвон, блять, юмор, конечно, пипец. А интересно самого Дениса узнать реакцию вообще на поединки, которые были Чефи и Ливана, потому что вот нигде не видно было еще видео этого. Интересно же, правда? А теперь давайте я расскажу вам о панкейках, блинах и большой голове. То, что вы не понимали в комментариях, писали, что это, о чем это. Это, знаете, такая шутка америкосов, скажем, пошла от Дэйвона Ларата, что как бы те люди, которые херачатся стероидами, они называют это, нужно очень много блинов есть. А голова растет, как бы бытует такое мнение, что от гормона роста как бы растет все, поэтому они там и прикалываются. Вы же знаете, что голова растет, поэтому будете знать, когда где-то я буду переводить другие видео. Многие видели 4500 человек на трансляции у Игоря Мазуренко. Вот пипец, он бабла срубил. Но нет, там что-то случилось, и, трансляция была бесплатная, поэтому я не думаю, что прямо уже все закупили ее. И хорошим новостям, поединок между Ларатом и Ливаном может состояться, потому что его больше не сковывает договор, спал, закончился. И вот как он рассказывает, что если бы его не спонсор, то ему бы пришлось бы где-то работать, представляете? И никакой поддержки нету и не было как таковой. Как по мне, это вообще просто замечательно. Мы будем видеть столько поединков. Круто! Продолжая говорить о ПАЛ, Джон Бризенк не будет выступать в категории 95 килограмм. Он отказался, и Игорь Мазуренко как таковой не знает причину. Но все мы можем подумать, проанализировать, зачем Джону Бризенку что-то доказывать, он и так легенда, а там молодые парни, не надо ему это. Он будет лучше бороться с Линном в Америке, где он очень крутой чувак. А Игорю очень важно было для трансляций, чтобы был, потому что много америкосов покупают трансляцию, а не русские ребята. И смотрим само мероприятие, самый главный бой Бризенк-Лин, и все остальные. Мендеса знаем, кто тут еще, таких нету. И кто организатор? Трейс Баджет, красавчик. Кстати говоря, он себя зарекомендовал как такой промоутер и много соревнований, которых он организует. И еще одна новость. Сабина Бадулеску, которого даже приглашали в прямой эфир и спрашивали, да как он победил в 2017 году Ливана. Предварительно на Европе он
так как-то позорно проиграл, все над ним смеялись, издевались, хохотали, но спустя 3 месяца он Ливана победил, действительно взял и победил. Вот, и сейчас везде все в группах Фейсбука его спрашивают, как, почему в эфире был замечен, обсуждали, говорили, сейчас какие-то мемчики. И он у себя на канале тоже все время про Ливана рассказывает, говорит, что, ну, не очень хорошие вещи, но прикольно послушать. И еще новость. Оказывается, Ливан будет сниматься в фильме. Уже, наверное, кто-то знает, кто-то не знает. Первая часть вот с этим актером, не помню, как название фильма, кинокомпания Netflix. И все думают, кем же он будет, кого играть будет. Ну, я тоже думал, что не главного героя, а вот такого вот, я не знаю, предводителя каких-то племен здоровых, я не знаю, можете сами предугадать, кем он будет. Но будет интересно посмотреть. Я думаю, все будут смотреть этот фильм, да? Очень интересно. Кто не видел маму Ливана, вот так она выглядит. И мне кажется, и вам тоже было бы интересно вот посмотреть на нее. Поэтому я и загрузил. И что на этой неделе частенько встречается, это как Пламен Димитров боролся с Прокопчуком. Посмотрим на борьбу. Знаем, что один представитель верховой техники, другой, вот как видим, крюк преобладает. Но, как видим, это левая рука. Насколько мы знаем, что Пламен на правую руку намного сильнее у него. И смотрим, как он на вытяжку такую, да, на стяжечку работает. Хотя я видел, что наоборот, он более в жестких таких борется. На этой неделе было интересно посмотреть на поединок Егора Лиштаева, парень-повар. И вот такое шоу сделали они с Георгием Лукашевским. Тут, знаете, такая борьба Кингсмува, что ли. Ну вот, соперник Егора преобладает его на 20 килограмм. И старше, так сказать, на 20 лет. Но интересно посмотреть, когда маленький с большим борется. И победил... проиграл Егор, но ничего страшного. Потом тот Хатчинс боролся с Мендесом, если не ошибаюсь. Блин, как не хватает Valve. Мне бы так интересно было бы комментировать. И вот они, видите, чуть не подрались. И, конечно, Райан Боуэн такой, такой уже пиздюк, и по-другому его не назвать. Если хотите больше про него, могу выпуск сделать. Вот, ну и Коттерба, такой парень, я не перестаю удивляться его мощи. Он, кстати, невысокого роста, я делал тоже видео про него, у меня все на канале есть. Вот, он постоянно тренируется огроменными весами. Ну, посмотрите, он там вообще такие запредельные веса берет. Здесь вроде бы 130 или 140 килограмм вот делают тягу. Что еще там у него? Так, плечи походу, да, тренирует. Ну, тут за 200 килограмм перевалило. И... тут спину как бы тоже смотрим, что техника должна немножко пониже быть. Ну ладно. Поэтому, кто не видел, смотрите у меня на канале, есть про него большой выпуск. И мне понравились опросики. Должен ли быть еще один весовой класс выше супер тяжелого для таких людей, как Ливан? И вот голосование. Я хочу тоже у себя сделать. Смотрите, у меня тоже будет опрос. И еще один вопрос. Кто самый сильный армрестлер в истории? Сравнение всех версий Прайма. Иван Сагинашвили, Джон Брезенк, Денис Цыпляков. Ну и, конечно же, почему-то опять Ливан Сагинашвили. Да. Короче, не помню, кто такой Джон Брезенк. А это Дерек Смит. Завоевал корону и радуется. Красавчик.
Василий Кузнецов взял вес 77 килограмм. Это пипец, скажем, это немало. У Саши Андреева будет поединок с GRB, насколько я правильно помню его имя. Ну, будет интересно, опять противостояние Запада с Востоком. Тавридзе каким-то интересным способом продемонстрировал свою силу, и он это снял в лифте. Интересно. Непонятно для чего, но интересно. Джон Бризен хочет в этот рейтинг. Он, видите, будет бороться с первым номером Паулином. Вот Дан Мосер. Он идет вторым. Кого мы тут еще знаем? Вот я знаю Пола Талбота, я видел его. Вот. А другие мне вообще как-то не сильно известные ребята. Поэтому, может, и вы можете что-то сказать. Мы многое знаем о наших спортсменах, но вот и про американских тоже интересно узнать. Замечаю, что многим не нравится видео с женской борьбой. Но это ж классно. Но особенно вот когда Алина Саматой побеждает какого-то армрестлера, видно, что занимался, но победить Алину не может. Почему не посмотреть такие веселые видосики? Ну и здесь против худышки. Тут понятно, что она его заборет. Если вам понравилась такая тематика видео, то подписывайтесь и ожидайте новые новости с мира американского армрестлинга. А также не забываем подписываться на Джона Бризенко. Он создал канал и сейчас будет выкладывать туда свои видео. А также у меня ожидается трансляция с соревнованием Белгорода и с ИФА с Америки. Будет прямая трансляция, не пропустите.